Каким должен быть сотрудник, который может проработать 5 лет в нашей компании Кехтсофт? Инженером. Он в первую очередь должен быть инженером, да, то есть что такое инженер? Вот у нас есть такое описание, которое мы используем, опять-таки не мы придумали, мы вообще ничего не придумали. У нас как бы мы деньги зарабатываем, на некогда всякую хрень придумывать. Поэтому мы просто берем то, что хорошо работает, и все, да. То есть инженер по определению, это цитата инструкции Морского комитета Российской империи еще с 1915 года, да. Она звучит так. Никакая инструкция не может перечислить всех обязанностей должностного лица и дать наперед все необходимые указания. А посему, господа наблюдающие инженеры должны, руководствуясь знанием своей специальности и пользой дела, проявлять инициативу и прилагать все усилия к оправданию своего назначения. Самое смешное, как вот я говорю, что те, с кем срезонировало это определение, им все остальное не нужно. Вот одного этого достаточно, чтобы у нас работать долго и счастливо. Обладать Мгм. знанием специальности, пониманием пользой дела, проявлять инициативу и прилагать все усилия к оправданию своего назначения. Вот. К сожалению, как практика показывает, не для всех очевидно, что это такое, да. Наверное, второе – это инженерный подход. Что такое инженерный подход? Инженерный подход – этому есть достаточно строгое определение, да. Это набор практик, который позволяет, руководствуясь научным методом, создавать новые решения и решать проблемы, которые не были решены до этого. И прямо противопоставляется методам принятия решения на основе интуиции, опыта, инструкции и так далее. Вот. Мы это называем как бы противоставление инженера и техника. То есть разница в том, что, ну, Мгм. элементарно, да, то есть они читают по-разному. Техник читает, потому что иначе пригрозились выгнать нафиг, вот если он не прочитает, да, и читает так, чтобы вот найти там инструкцию. Нажми вот эту кнопку, получишь такой результат. А инженер читает совсем по-другому. Инженер постоянно задается вопросом. Ну, во-первых, он читает сам, потому что, блин, интересно. Да, а во-вторых, он читает так. А зачем они вообще написали эту книжку? А как выглядит результат, когда эта книжка достигла своей цели? А почему они выбрали именно этот метод? А если я пойду, я знаю, когда выбирать этот метод? А если я выберу этот метод, как я проверю, что я сделал все, я сделал правильно? И так далее. Да, а почему они выбрали именно такое решение? То есть постоянно крутится вокруг ответов на вопросы, почему, как. Очень важно понимать. То есть это Мгм. разница между знать и понимать. Смотреть и видеть и так далее. Такое немножко отдает восточной философии, возможно, да? Но это действительно так. Когда мы говорим о том, как такой человек подходит к работе, очень сложно подходить к работе так и дальше не быть профессионалом. Но я Мгм. практически не наблюдал людей, которые вот на уровне, да, умудрялись бы подходить к своему инструменту вот именно так, тщательно разбираясь, а зачем, а как, а что такое все, а что такое правильно, и при этом собственный проект подходить очень формально. Ну, что-то сделал, авось проскочит. Мгм. Поэтому лично я убежден, что вот здесь вот этого разделения там софты, харды, ответственность, зрелость, это нет, они как-то очень взаимосвязаны. Нельзя оказаться зрелым как технический профессионал и при этом остаться незрелым как человек. Мгм. Вот. Поэтому все остальное, как бы, оно, да, оно накладывается, и понятие accountability, и рост, и так далее, да. Наверное, единственный интересный вопрос, который вот так я зуба прямо не дам, что оно напрямую относится. Тут видал я инженеров, которые работают одни.
Мгм. Но здесь прикол, это компания. Компания — это всегда множественное число. Любой, кто приходит в компанию, должен понимать, он идет туда работать не один. Вот это, наверное, очень еще такой момент, да, то есть индивидуализм против коллективизма, да. А, Ничего плохого ни в индивидуализме, ни в коллективизме нет. Я жуткий индивидуалист по натуре. Мгм. Но приходя работать в компанию, в любую компанию, мы принимаем для себя, да, мы реализуем свои интересы, мы все приходим реализовать свои интересы. Вопрос как? Если я хочу их реализовать так, как я хочу, я иду и работаю один. Если я иду работать в компанию, я принимаю, что я реализую свои интересы и потребности через достижение целей всего коллектива. Мгм. То есть вот, наверное, второе — это коллективистский подход. Мы дальше используем, то есть разные метафоры, потому что, ну, коллективистский подход — это надо проваливаться там в того же самого Маркса, да, или Бакунина. Они писали очень сложно, и большинство людей не способны это прочитать или не имеют времени, да, хорошо, давай не будем считать их неспособными, не имеют времени изучать Маркса, это тяжелое чтение. Поэтому мы используем метафоры типа там пиратского корабля, да, Мгм. для того, чтобы передать метафору коллективизма в том числе, да, потому что пираты, они либо все вместе бухают, либо все вместе висят на рейде. Неважно что, важно вместе, да? Или, допустим, метафору волчьей стаи, где очень естественно складывается именно вот эта вот коллаборация и реализация потребностей каждого волка через выживание стаи, да? А, ну вот если копнуть глубже, это реально, то есть это вот вопрос коллективизма. Мы реально коллектив, и коллектив в смысле каждый из нас достигает своих личных целей через достижение цели всего коллектива. Вот. Вот, то есть человек, который любопытен, который умеет учиться, который, если берется делать, то он делает, потому что, ну, противно не сделать, и который, вот, да, готов реализовать свои потребности через осмысленную работу в коллективе и достижение цели всего коллектива, это вот человек, который остается с нами надолго. Если этот человек постоянно совершает ошибки, как мы к этому относимся? Ты как Я создатель всегда, компании. смотри, у меня есть в таких случаях, я всегда говорю, есть зеркальный тест. Вот как узнать, совершаешь ты ошибки или нет, знаешь? Нет. Посмотри внимательно в зеркало. Ну, вот сейчас в камеру ж Мгм. ты себя видишь, Да, да. нип над головой есть, Не наблюдается. не наблюдается, значит, совершаешь ошибки. Мгм. Вот и у меня нимба нет, и я тоже совершаю. То есть любой человек совершает ошибки. И чё? Ну, то есть как относиться к тому, что идет дождь? Не знаю, болит зуб. Ну, это явление естественное. Никуда ты этого не денешься. Не в этом вопрос, совершает человек ошибки или нет. Вопрос, что он с этим делает. И здесь есть два фактора очень важных. Да, они, наверное, вот в том числе упираются в понятие профессионала и коллективизма. То есть что нужно проекту, если возникла ошибка, и что нужно команде, если возникла ошибка. Вот на самом деле надо, чтобы ошибка была обнаружена как можно раньше, Мгм. для того, чтобы сократить ее стоимость, да? Для того, чтобы они узнали все, на кого она повлияла, и могли вовремя себя защитить, и для того, чтобы человек, совершивший ошибку, был первым из тех, кто ее решает. Мгм. Поэтому все очень просто, да, то есть если человек сам принес, сказал, ух ты, я вот тут ошибся, вот план, как мы это решаем, задеты вот эти, вот эти, вот эти, мне нужна вот такая помощь. Мы это закроем, да, а еще лучше вот у меня план, как мы это не повторим, то это очень ценный сотрудник, потому что при его
помощи мы маленькой ценой получили ценное знание. И, возможно, больше не совершим эту ошибку, где цена будет выше. Мгм. А вот если человека приходится ловить за шкварник, говорить, смотри, вот у тебя ошибка. Говорит, нет, где? Да? То, конечно, вот, то есть человек, который прячет ошибки, человек, который не признает ошибки, вот тому сложно. Такой человек долго не продержится. И не потому, что как бы какой-то принципиальный момент, потому что, еще раз, очень дорого для проекта и для команды обходится вот ошибка, обнаруженная слишком поздно, и расход усилий на то, чтобы человека убедить в том, что у него есть ошибка. Мы могли бы Мгм. это время потратить с большей пользой. Здесь важна еще такая радикальная честность в команде. То есть команда должна быть такая, что человеку не страшно прийти и сказать, что он ошибся. Слушай, вот про страшно я всегда как бы... Был очень хороший старый анекдот времен 90-х годов, когда, значит, ресторан, выбралась интеллигентная семья, все-таки в этот ресторан сидят, значит, кушают, все, салфеточки там что-то на тарелочках, там на столе напротив новый русский красный пиджак жрет со вкусом. Все, слюна течет, брызги летят. Значит, в семье пацан так глазом на него давит. Ну, есть разница, тут какая-то хрень маленькая, там жрет чувак, классно. Новый русский такой говорит, слушай, пацан, иди сюда, пожрешь хоть нормально. Мамочка такая гордо, поджав губки, поворачивается. Спасибо, наш мальчик сыт. Пацан, не ссы, идем сюда, пожрем нормально. Вот я здесь как бы, давай так, вот это вот боится. А, человек должен бояться подвести. Человек должен бояться сделать говно. Вот, если человек боится... А что может человека заставить бояться признать свою ошибку? Вот это вот интересный вопрос, да? Эго собственное, как это я такой О! великий и Во, признаю свою ошибку. а тут мы уходим к коллективизму. То есть человек реализует свою потребность ценой коллектива, в то время как должен действовать с точностью да наоборот. Да, то есть реализовать себя через достижение целей коллектива. Вот и все. Мгм. Ну или еще может бояться, что палками побьют. Ну, а и побьют, и чё? Больно будет. У нас, Так, конечно, удаленка, мы через камеры общаемся, поэтому физически не получится, но так морально еще раз, получится. а и чё? Ну, то есть, а надо, чтобы совершил ошибку и не было стыдно, чтобы он ошибку повторял? То есть в чем здесь? Ну, это как в законе, да, то есть логика такая же очень интересная, да, давайте не наказывать за убийство, потому что иначе будут прятаться. Ну, нет, поэтому как бы и действует простое правило, да, чистосердечное признание уменьшает степень вины. Мгм. Все логично. Логично. То есть у всего есть цена. Эту цену приходится платить, это неизбежно. Любой профессионал это понимает. Какой человек точно не приживется в Гехтсофт? Вот, допустим, он профессионал, вроде согласен играть по нашим правилам. Так по каким маркерам мы можем, точнее так, этот человек может понять, что ему не стоит приходить? Вопрос, наверное, я бы поставил в первую очередь один простой признак. А, наверное, мы опять возвращаемся к коллективизму. То есть вот задать себе вопрос. Я прихожу, вот завтра мой первый рабочий день. Что должно случиться? Это я должен показать о том, что меня взяли не зря? Или коллектив должен мне показать, что так уж и быть, не зря я снизошел и пришел сюда поработать? Вот если есть ожидание о том, что кто-то будет как бы париться и доказывать, что
Ох, как классно, родной, что ты сюда пришел. Нет, не будет, как бы, самая короткая, как бы. Employment у нас был 3 часа. Ого. Да, чувак ушел со словами «мне здесь не рады». Что вызвало у тех лидов моих истерический смех. Да ладно, а что ты, Анджелина Джоли, что ли, что мы тебе должны быть рады? Ничего еще не сделал, чему тут радоваться? Вот. Причем практика показывает, да, что вот люди, которые пришли с настроем «я сейчас покажу, почему классно, что меня взяли», в течение первой недели себя проявляют и начинают выяснять, а почему им-то стоило сюда прийти. Потому что, например, закрытие испытательного срока в течение недели, это тоже было. Ого, ничего себе. Что человек такого сделал, чтобы за неделю пройти испытательный срок? Просто показал, что он исполняет должностную инструкцию целиком, полностью, самостоятельно. Все. Иди дальше работай. Что здесь проверять? Мгм. Сказал, что он инженер и профессионал. Да, да. Он просто показал поведение инженера. Говорю, мы не заполняем роли, мы нанимаем человека. Если там есть человек, с ним можно работать. А заполняют роли, пускай всякие факи, им масштабироваться надо. Вот и флаг в руки. Эко. Как Ну, такой, как древнегреческий Диоген, ну не философ. говори. Да-да-да-да-да. Ну, соответственно, все это ведет к крайнему цинизму. Зато очень интересно работать. А если на что народ типично жалуется, кто уходит, скучно. От нас? Ага, Скучно? скучно. Не, в смысле, от нас, когда уходят, потом говорят, что-то скучно как-то на другом Все месте. поняла. Как вообще ты пришел в IT? Как так получилось? Не самая популярная специальность была, когда ты учился? Или наоборот, я, может, чего-то не знаю? Как раз наоборот, когда я учился-то, ну, все, кто не хотел быть бандитами и проститутками, я на самом деле шучу, я же поступил в 90-м году еще при СССР. И это Мгм, как раз был самый такой вот рассвет, когда надо было быть или юристом, юристы уже тогда были мгм, популярны, да, либо вот надо было идти в IT. мгм. Поэтому как-то отец у меня работал в IT, поэтому а куда было деваться? Вот, А может быть, какой-то с детства был интерес? Не не, знаю, ну там с есть детства люди, компьютер, которые электроникой интересуются. не Мгм. было электроники в моем детстве, это же 70-е годы. Скользкий подоконник и деревянные игрушки, прибитые гвоздями к полу, сама понимаешь, да? То есть я компьютер увидел, я уже здоровый кабан был, там лет 13 было. Не, ну вообще на самом деле, да, интересовался там всякие кружки, олимпиады и так далее. Вот в каком 88 году наша из Омска команда, в общем, Сибирь взяла тогда. Мгм. Вот, именно первое место. То есть, ну, наверное, да, вполне предсказуемо было, модно, родители оттуда, друзья все этим интересуются, куда денешься. Мгм. А как ты, построил свою карьеру до того, как создал свой бизнес? Это интересный вопрос. Я никогда в своей жизни не строил карьеры. Мгм. То есть я всегда развивался именно как специалист, а карьера, она как-то строилась вокруг меня. То есть я Мгм. всегда был сфокусирован на двух вещах, да, чтобы мои проекты выходили успешно. Ну и как-то вот так незаметно в какой-то момент я понял, что там к началу, ну, в конце 90-х, что я, в принципе, занимаюсь тем, что руковожу проектами уже. Мгм. Хотя что там, ну, то есть 2000 год, это мне 27 лет, дебил еще. Думал, что руковожу проектами, ну, на практике как-то оказывался в этой позе и как-то их вытаскивал и как-то делал. Ага. Можешь какой-нибудь пример рассказать?
какого-нибудь проекта, если это не тайна корпоративная тогда была? Слушай, ну, разные проекты на самом деле были. То есть первый такой большой проект, в котором я участвовал, это была попытка создать систему а, гипертекстовую по юридическим документам. Тогда еще всяких гарантов и прочих не было в природе. Это была идея одного из завкафедр Омском юрфаке. Технически мы тогда это реализовали на самом деле, причем такой у нас был щадящий гипертекст, практически всю базу можно было глазками читать, не было Мгм. там никакой сложной разметки, я до сих пор считаю, что это как бы было достоинство. Последний большой проект, на который я делал до того, как начал свой бизнес именно, да, на кого-то работая, ну, их, пожалуй, их два тогда было примерно в одно время. Это я делал автоматизацию пенсионного учета. Тоже тогда централизованных систем не было, это делалось локальненько. А второе, я участвовал в том самом как бы ужасном проекте Сороса, который Мгм. институт "Открытое общество", да, и для них я работал над развитием этих учебных центров интернет. Я как раз занимался софтовой частью в Омске. То есть Мгм. железом занимался не я, а вот как раз софтом это мой был уже тогда, типа я там начальник был на вот той группе, которая этим занималась. Поэтому разные. То есть с Мгм. банками, с администрацией приходилось работать, с производством. Мгм. И когда же наступила та точка, когда ты решил, что не хочешь работать так, а хочешь создать свой бизнес? Ты знаешь, наверное, сразу вопрос, когда получилось окончательно. То есть вот этот бизнес — это мой третий бизнес. Мгм. То есть я все время это пытался сделать так или иначе. Был у меня бизнес как бы по такому системе складского учета для индивидуальных предпринимателей, который сток, когда в 98 году скакнул курс доллара. И Мгм. вся моя богатая клиентская база, значит, села, прижав ушки, и стала ждать, что ж получится, и сидела так год. Но у меня тогда оборотов не хватило, чтобы год сидеть. Пришлось опять-таки вернуться к чьим-то проектам. Мгм. А в третий раз взлетела. Ну, на самом деле взлетела, потому что у меня уже была наработана, как это сейчас называется, модный нетворк. Мгм. Вот. При помощи которого и клиенты появились именно не внутри России, а за рубежом. И главное, что можно было построить все, там, от получения денег до юридического прикрытия, крыши и так далее, потому что везде уже были знакомые. Ну, вот так оно и стартовало, и этот бизнес вот уже 25 лет существует. Мгм. Наша компания отличается достаточно сильно подходом к работе, а, от того, что можно увидеть в среднем по рынку. Как получился вот этот подход? Что у нас нет корпоративного булшита, мы основываемся на науке. А, Это твоя была идея или это как-то просто само сложилось? Ой, упаси Господи, я не генератор идей ни в коем случае. Смотри, наверное, мы чем-то отличаемся, это если сравнивать мухи и котлеты. Да, мухи от Мгм. котлет действительно отличаются, потому что это две абсолютно разных сущности, да. Ам, Весь корпорат работает на самом деле по очень простой логике. Для них важно быстрое получение прибыли, быстрое масштабирование, и это все строится на повторяемости процесса. Это некий аналог конвейера. У нас стоит Мгм. конвейер, мы на него поставили модель ВАЗ-2101 и делаем ее там 10 лет. Или там Ford T вообще, они 30 лет его делали. Я же пришел, в принципе, из КР.
опытно-конструкторские разработки в первую очередь. Вот, поэтому, как говорится, как бы вот Маугли, его нашли и воспитали волки, а меня нашли и воспитали советские инженеры, последнее поколение, да? А вот он оттуда и сформировался. То есть в том, что мы делаем, нет ничего уникального. Это обычное опытно-конструкторское бюро, какое было в СССР, какое оно есть и на Западе. Это просто не массовый бизнес, вот и все. Мгм. Ну, а, соответственно, научный подход пришел оттуда же, да, то есть если на конвейере, им все, что надо знать, это вот инструкцию, потому что конвейер не меняется. А конструкторское бюро постоянно сталкивается с новыми задачами, но нет такой инструкции, как сделать изобретение. Извольте открывать учебники, там наука. Вот мы, применяя соответствующие теории, проводя правильные эксперименты, создаем каждый раз новое знание принципиально. Мгм. Вот. В принципе, кстати, вот где-то у меня сейчас по просьбе знакомых мы должны выпустить скоро небольшой типа вебинарчика по вообще системам управления. И как раз вот эта разница между массовым производством и конструкторской работой, она очень хорошо ее показывает именно на разницу в системах управления. Мгм. Так что потом можно будет ссылочку добавить сюда. Обязательно сделаем. Вот. Можешь какой-то пример привести? Ну, то есть, получается, конвейер — это какая-то разработка по повторяющейся. То есть мы один раз сделали, не знаю, CRM-систему, и мы потом постоянно Да, клепаем эти CRM-системы. так точно. То есть наша Мгм. разработка сводится к максимуму доработки каких-то компонент, к адаптации под конкретного юзера. Ну, это хорошо знакомая предметная область, в которой Мгм. совершенно понятно, да, то есть нам без разницы, у нас один клиент у этой CRM или 100, мы просто добавляем людей, а все Мгм. процессы Мгм. работают точно так же. Мгм. Вот и все. Вот, а когда у тебя 100 разных клиентов, каждый со своей проблемой, Мгм. ты уже не можешь просто добавить людей. То есть каждому из них надо подходить индивидуально. Ну, это я не знаю как, да, то есть вот сидит 100 китайских дедушек в подвале, шьет джинсы, да, или портной, который строит один уникальный костюм. Вот мы этот портной. Мгм. Мы не 100 китайских дедушек. При том, что да, понятно, что у 100 китайских дедушек как бы моментальная прибыль значительно выше, чем когда-либо будет у нас. Мгм. Почему тогда ты выбрал такую модель? Если она не такая, казалось бы, моментально прибыльная, она сложная, нужно и людей искать, не китайских дедушек, а тех, кто может что-то уникальное Хороший, делать. хороший вопрос. Значит, смотри, ничего не бывает в мире бесплатно. Правильно, да? Мгм. То есть модель с моментальной прибылью отличается тем, что, например, она абсолютно неустойчива к изменению ситуации. Что показывает, да, на самом деле, там, сколько бизнесов переживает первый год, 1%, сколько из них доживает там до 10 лет. Почему мы существуем 25 лет, как бы ни менялась ситуация, да, то есть мы переехали вообще, да, то есть из РФ в США, да, бизнес был перенесен совершенно спокойно. Мы меняли клиентов, мы меняли направление, мы пережили 2 кризиса глобальных, Мгм. да, совершенно спокойно. Вот эта вот способность адаптироваться и выживать. Теперь возникает вопрос, что ты приоритизируешь, сейчас схватить бабок или иметь небольшой, но стабильный источник дохода, надежный, в котором ты знаешь о том, что завтра тебе не придется бегать с выпученными глазами. Ну, даже элементарно, да, там посмотреть на всех этих красавцев, да, средняя tenancy в Фаанге, да, среднее время работы, 1,5 года. Это У, очень мало. у меня, если человек в среднем проработал 1,5 года, я считаю, что это очень плохо. Для меня нормальный показатель это, ну, минимальный показатель не меньше 5 лет. Мгм. Вот, у меня есть люди, которые со мной там с самого начала. У меня уже есть люди, которые отработали от меня и от меня вышли на пенсию.
Вот. То есть вопрос, что приоритизируешь? Я приоритизирую надежность. Я Мгм. знаю, что если как бы человек... Ну, все равно это же сотрудничество, да, человек, приходя ко мне работать, он в определенном смысле мне доверяет. И я Да. знаю, что я могу ему обещать, да. Ну вот каждый обещает свое. Кто-то обещает понты и моментальную прибыль, кто-то обещает, что здесь как бы, чувак, у тебя не будет состояния, в котором ты не знаешь, будешь ты здесь через год работать или нет. Мгм. Но это имеется в виду от внешних условий, потому что если человек будет косячить. Не, работать. Не здесь находиться и получать деньги, работать, конечно. Вот, поэтому вот как-то так, вот так этот был сделан выбор. А почему? Слушай, ну я не психолог, я никогда глубоко в этом не копался. Хотя, наверное, можно объяснить, я дитя перестройки и 90-х, у меня очень богатый опыт того, как быстро все может развалиться, и как мало иногда надо, чтобы бах, все, что вчера казалось надежным, больше не работает. Знаешь, как вот там те, кто пережил Великую депрессию или блокаду, до смерти прятали еду, да, вот так вот наше поколение, скорее всего, такое очень скептическое, очень осторожное и везде ждущее подвоха. Мгм. Как ты видишь развитие компании? Э, Рост, может быть, какие-то, не знаю, географическое расширение, еще что-то? Смотри, большого роста в размере точно не будет. То есть компании, работающие в стиле конструкторского бюро, да, или решения проблем, никогда не бывают большими. Мгм. Я более того, я могу сказать, мы никогда не вырастем больше 300 человек. Почему такая планка? А потому что я там уже был и понял, что больше 300 человек для того, чтобы обеспечить стабильность, надо превращаться в массовое производство. Мгм. Неизбежно просто. У тебя не наберешь ты 300 человек одних инженеров, хоть ты 300. Вот. Плюс для того, чтобы им обеспечить стабильный доход, приходится идти на то, чтобы, ну все, давайте шить джинсы в подвале в Китае. Вот. Но на самом деле я бы видел свою компанию так человек 200 Мгм. в идеале. Это такой хороший, комфортный размер, который позволяет и надежную устойчивость обеспечить лучше, чем та, которая у нас есть сейчас, чтобы прожить 200 лет, а не 25. Вот. Плюс дает самое главное людям возможность ротации. Потому что одна из вещей, которые делают инженеры, это кругозор. Очень сложно, сидя 20 лет на одном проекте, оставаться инженером и валидировать новые знания, как бы собирать схожие знания. Вот 200 человек позволяет достаточно вольно ротировать людей и давать им возможность там раз в год заходить во что-то новое Мгм. и расширять кругозор, пробовать новые вещи. Кстати, вот, наверное, возвращаясь к вопросу, кому у нас плохо, это те, кому Мгм. нужна определенность. Скажите мне, что делать. А как это завтра будет совершенно другой проект? Вот таким плохо, потому что у нас никто не скажет, что именно надо делать. Инженер, проявляй Мгм. инициативу, полагаясь на знание своей специальности и понимание полдела, и оправдывай свое назначение. Вот. И кому страшно, когда как бы что-то резко меняется. Вот. Потому что у нас меняется элементарно, мы как бы с системой менеджмента, да, с фреймворками, с подходами. Мало того, что мы не привязаны к одному, мы постоянно с ними экспериментируем, Мгм. пробуя, ага, а что новое появилось, а чем оно лучше. Вот. С топовыми заказчиками, я не знаю, кто такие топовые заказчики, если честно. Это очень субъективно. Да? Кто это? Fortune 5000? Что они топ? М, Возможно. S&P 500. Че, а в чем кайф-то? В чем интерес?
Я, А, мой вижен — это работа с интересными заказчиками, те, у которых есть проблемы, которые их реально хотят решить. мгм, И таких достаточно. То есть мы не продаемся за большие деньги делать неинтересную работу. Ну, просто потому, что неинтересная работа имеет свойство быстро кончаться, за нее высокая конкуренция, а вот навык-то теряется. Вот. Поэтому вот к этому надо подходить осознанно, мы же не звери. Интересно, кстати, в этом плане демонстрация была в одном из заповедников в РФ. Сложилась ситуация, короче, был пик мышей. То есть развелось их мгм, какое-то безумное количество. Причем это продолжалось там порядка 15 лет. Так волки настолько на легкой добыче э, разленились и разжирели, что мало того, что они бегать перестали, начали ходить, они за счет смены поколений потеряли навык стайной охоты. мгм, И поэтому, когда лафа, значит, кончилась, ну, не может продолжаться как бы вот этот пик популяции мышей, стало снова голодно, им пришлось изобретать все заново. Поэтому международные тоже сложно сказать, международные относительно чего. Мы-то в Штатах. Ну, скорее всего, мы будем работать только с США и с Западной Европой. Во-первых, только там есть деньги нас оплатить, мгм, потому что такая работа стоит дороже. Мы не дешевая компания и, в общем, и не стремимся конкурировать мгм, там со всем миллионом индусских дикхан, которые вот из своего глинобитного домика программируют. У них есть свой покупатель, пусть он с ними работает. Прекрасно, они довольны, дикхане довольны. Все в мире должны быть счастливы. Вот, это первое. Второе, как бы просто по опыту работа в таких регионах, как Восточная Европа, Африка и так далее, несет в себе, увы, значительную коррупционную составляющую. мгм, А это одна из тех вещей, в которые мы ввязываться не будем. Сори, просто противно. Вот такой принципиальный этот, мы этим заниматься не будем. Ну, не говоря уже о том, что как бы по американским законам пофиг, где участие в коррупции является уголовным преступлением. мгм. Если Вот. ты затронул, что мы работаем только с интересными проектами. Что значит интересные для тебя? Интересно, и там есть то, что вот большинство не может. Мгм, Ну, вот примеры интересных проектов, да. Давай, что такое проект интересный для нас? Вот, например, стартап юридический, да, рассирается с разработчиками, которые у них были. Причем правильно рассирается, потому что нельзя так делать проекты даже для стартапа. И оказывается в ситуации, когда у них до точки, когда надо оказывать услуги полгода, мгм, эксперт у них уходит на пенсию через, там, грубо говоря, 2 месяца. Разработчиков нет, а запуститься надо. мгм, Ну все, большинство компаний, я думаю, что большинство потенциально тех, кто это слушает, скажут, нет, это невозможно. Мы пришли и сделали. мгм, Или, например, там агрикультурная компания вот к нам пришла, декабрь месяц на дворе, у них очень старая ERP-система, ну вообще древняя, такая, что на современных компах не работает, а старые компы умирают. И они решительно, они хотят новую ERP-систему. Ну только сейчас декабрь, а в марте посевная, и они хотят мгм, посевную уже на новой ERP. Опять-таки, то есть они сунулись к одному, к другому, включая всяких массистов типа там Епамов и прочим, все, не, вы что, так нельзя? Как это? Как это? Сейчас декабрь, блин. В марте как это уже посевную на ней? Ну все, мы пришли и сделали. мгм, Я в этом как бы всегда тоже такая старая шутка еще от этой, от Тэфи, да. А,
про 300 спартанцев и Ксеркса, да, что царь Леонид сказал: приди и возьми. Ксеркс пришел и взял. Вот мы как тот Ксеркс. Мгм. А мы пришли и взяли. Мгм. Вот, то есть это вот то, что мы делаем, и как-то вот мы не ограничиваем себя конкретной работой. У меня были проекты, в которых инженерной работы был минимум, зато была огромная туча работы именно по проектному управлению, потому что заказчик сам с ней не справлялся. Мгм. То есть мы приходим, решаем ту проблему, которая у них есть, и так, как ее надо решать. Почему? Потому что мы основываемся на научном подходе. Мгм. А если мы говорим про научный подход и то, как надо решать, вот откуда мы вот эти все сведения берем? Кто сказал, что именно так надо, и где это в камне высечено? Смотри, вот научный подход не может быть высечен в скрижалях, да, его нельзя принести с Мгм. горы Синай, да, то есть научный подход состоит из применения подходящей теории, построения на основе нее и наблюдаемых фактов корректной гипотезы и проверки ее в рамках безопасного эффективного эксперимента. Мгм. То есть это не может быть высечено, потому что этого решения никто пока не делал. Но принципы, по которым решаются такие вопросы, называются научным подходом. Мгм. А, Откуда как бы мы знаем, какие А, теории применять? Ну так да. книжки читаем. Причем читаем правильно, как я описал, Мгм. да? На самом деле, то есть практически весь ключевой состав, у всех опыт работы в системе высшего образования есть. Мгм. То есть я там прошелся, вот когда работал по Соровскому проекту, соответственно, то есть я там крепко в свое время встрял, я преподавал, я, соответственно, наобщался достаточно много с товарищами учеными. Это первый толчок дало, потом уже дальше сам книжки вперед. Про безопасный эксперимент. Я думаю, тоже полезно поговорить, что это такое, потому что, может быть, те, кто нас будут смотреть, не все знают, что такое безопасный эксперимент. Что мы под этим понимаем? Мы понимаем очень простую вещь, да, то есть в чем эксперимент? Эксперимент в проверке неизвестно, Мгм. правильно? Поскольку это проверка, а не гарантированное утверждение, то что-то может пойти не так. Так вот, суть безопасного эксперимента, во-первых, в построении его так, чтобы количество того, что может пойти не так, было минимизировано, а масштабы сокращены. А во-вторых, в создании такой среды, в которой даже если ну что-то совсем не так пойдет, разрушения были ограничены вот этой средой. Мгм. То есть какая-то тестовая песочница Например, должна быть. да, ну, вот у нас действует жесткое правило, да, никогда в продуктовой разработке мы не экспериментируем. Все эксперименты ведутся только в песочнице. Это вот пример создания безопасного эксперимента. Потому что ошибутся ли они? Мы Зеркальный знаем, тест. зеркальный тест, ошибутся обязательно. Да? То есть наша работа состоит в том, чтобы масштабы этой ошибки были минимальны. Отсюда же, например, подход, да, почему у нас так жестко исповедуется подход, каждую неделю продукт должен быть готов к релизу. А на самом деле все очень просто. Количество ошибок, которые можно накопить за неделю, и масштабы их последствий небольшие. А каждую неделю мы фиксируемся, проверяем, убеждаемся, что вот это безопасно. Мгм. И что мы Поэтому движемся в правильном да, направлении. да, да. То есть даже если мы ошиблись, цена ошибки 1 неделя. А это ж мы как-нибудь переживем, даже не заметим. Мгм. Почему так мало компаний работают по научному методу, как ты думаешь? Дорого? Это дорого. Мгм.
А большинству и не надо. Помнишь, мы с тобой говорили о масштабируемости как об Да. основном направлении? Так а нафига научный метод масштабируемости? Ну да, ты вырабатываешь, даже если путем экспериментов, потом Да, просто как да, конвейер, чтобы да. мощь. Это Мгм. можно сравнить, допустим, с кораблем, исследующим белые пятна, да, и кораблем, который ходит по маршруту. Вот 90% того, как, допустим, корабль, исследующий белые пятна, работает с навигацией, кораблю, идущему по маршруту, нафиг не надо. Мгм. А картография им вообще не нужна. Они карт не рисуют. Зачем они ездят там, где карта уже построена? Мгм. А вот и все. А еще раз, большинство бизнесов построено на моментальное извлечение прибыли. И их стратегия как бы развития, она, как описывал товарищ Карл Маркс в «Капитале», да, в развитии до такого размера, когда будут too big to fail. И эксплуатировать рабочий класс. Одно из следствий работы с инженерами, на инженеров совершенно не работает булшит, когда им рассказывают о том, как это классно. Потому что они Мгм. начинают задавать свои противные вопросы, а зачем, а почему, а как полностью и так далее. Да? Поэтому эксплуатация инженеров имеет свою специфику. То есть обмануть инженера и создать у него ощущение, что он должен быть счастлив от того, что его эксплуатируют, невозможно, потому что он умный. Поэтому такие факты надо признавать и строить модель, в которой как бы человек осознанно принимает решение оказаться объектом эксплуатации, потому что это выгоднее, чем любая другая линия поведения, которая у него есть. Мгм. Мы это решаем очень просто. То есть вот организации такого плана, мы сейчас немножко уйдем тоже в теорию, да, на самом деле не все организации устроены одинаково. Большинство Мгм. организаций в мире, которые вот настроены на легкое масштабирование, они по классификации Минсберга относятся либо к бюрократическим, либо к профессиональным организациям. Вот. ОКБ не может быть ни той, ни другой, да, конструкторское бюро. Вот. Для конструкторских бюро есть совершенно своя ветка, это предпринимательские инновационные организации. Там, где взаимоотношения, то есть они, как правило, все плоские, то есть там нет ярко выстроенной иерархии, но там есть принятие людьми ответственности на определенных условиях. Вот у нас один из краеугольных как бы принципов компании, который был всю жизнь, половина полученных нами денег уйдет людям в зарплату. И пофиг. Поэтому мы, например, не торгуемся за зарплаты. Мы знаем, что при наших оборотах мы можем платить вот столько. Больше Мгм. мы платить не будем, потому что правило половина уходит людям. Все, точка. Больше мы не можем, потому что мы останемся без средств на поддержание инфраструктуры, развития и без добавленной стоимости. То есть бизнес Мгм. потеряет смысл как бизнес, да? А меньше мы не будем, потому что это наш принцип, даже если они согласны получать меньше. Нифига, положено половина, забирайте. Вот. Ну, это отвечает на вопросы, которые интересуют инженера, да, зачем, почему именно сколько, как достаточно и так далее. И это признак, вот, я бы хотел называть нас инновационной организацией, но нет, мы пока не выросли. Такой дзен себе не отрастили, но мы классическая предпринимательская организация с очень четко установленными правилами разделения прибыли и с плоской структурой. Мгм. Да, спасибо большое. Вот, взаимно, спасибо тебе, что организовала.